Приветствую вас на канале Техревизор. Готовый рейтинг для тех, кто ищет ноутбук с самой популярной диагональю на 15-16 дюймов, или хотя бы просто присматривает, или интересуется. Все-таки рынок здоровый, вариантов много, все рассказывают красиво, показывают ой как красочно, но выбор от этого легче не становится. Поэтому, чтобы хоть как-то сузить ваше внимание на небольшом количестве моделей, я подобрал 7 ноутбуков. В рейтинге есть разные варианты под все задачи и бюджет. И просто кино вечером смотреть, и учиться, и офисную работу делать, и в игры играть. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. Начнем с 7-го места, на котором стоит Lenovo V15 G4 AMN. Самый простой и дешевый ноутбук из всего рейтинга. Как раз то, что нужно при минимальном бюджете для учебы, работы и домашнего использования. Все начинается с диагонали экрана в 15,6 дюйма с Full HD разрешением на базовой IPS-матрице. Впрочем, ничего крышесносного, без всякого криминала. Простецкий дисплей с неплохой цветопередачей, небольшими засветами по краям и слабенькими углами обзора. Волноваться по этому поводу смысла нет. Засветы, по сути, видны только при загрузке винды на темном экране, а скромные углы обзора искажают цвета только если смотреть фильмы на ноутбуке большой компанией. В общем, заполнять таблицы, работать с текстом, документами, сидеть в браузере и залипать в лентах соцсетей всего хватает. Не забываем про производительность. Процессор в этой вариации идет уверенный в себе Ryzen 5 7520U. 4 ядра, 8 потоков, частота в бусте до 4,3 ГГц. Низкий уровень ТДП, от которого ЦПУ не перегревается, и получается вполне приличная основа для серфинга. А плюс к нему еще и память на 8 ГБ оперативы и 512 постоянной. В бюджетном сегменте пришлось неслабо постараться, чтобы не заморачиваться с недостаточным количеством места от 256-гиговой версии. Плюс к тому весь набор портов для подключения всякого. Мышки, клавиатуры, монитора, флешки и так далее. Ну и сам вид ноутбука вполне приличный. Конечно, не ультратонкий и корпус не металлический, но при этом все равно не такой уж тяжелый. Около 1,5 кг веса. Все-таки батарейка же тут есть. На 38 Вт в час. Свой практически полный рабочий день тянет. На 6-м месте Huawei MateBook D16 MCLF-X. Этот товарищ выглядит немного посолиднее, посовременнее за счет тонких рамок дисплея и в целом утонченного дизайна. Да, и плюс к тому корпус металлический, ощущается монолитнее, тяжелее. Все-таки не пластик. Правда, одной рукой крышка не открывается, нужно придерживать корпус. Но этот тест на MacBook далеко не самая важная составляющая при выборе ноутбука, тем более около бюджетного. Процессор же тут интеловский. Core i3 1215U, 6 ядер, 8 потоков, частота повыше, до 4,4 ГГц. Тот же конфиг памяти на 8512 ГБ. Получается, хоть и дискретной видюхи тут и не завезли, но даже с интегрированной и таким количеством памяти производительности достаточно для современных игр на низко-средних настройках графики Full HD разрешении, причем без высоких температур и перегревов. Процессор все-таки не самый теплонагруженный. По экрану особых изменений нет, разве что соотношение сторон 16:10, дисплей чуть повыше будет. Так получается уместить немного больше рабочих окон, но в целом остается тоже Full HD разрешение на диагонали в 15,6 дюйма и IPS-матрице. Так для фильмов, браузеров, Google Доков и цветопередача удалась, и контрастность приятна, и плотность пикселей достаточно. Если заморочиться и самостоятельно докалибровать цветопередачу, можно и фотографией и цветокоррекцией заниматься. В общем, пожаловаться можно разве что на все те же самые засветы и искажения цветов при изменении угла обзора. А так из плюсов еще и батарейку помассивнее завезли, на 56 Вт в час. Ее тоже хватает плюс-минус на 6-7 часов активных посиделок. Доплатив еще процентов 10-15 от стоимости прошлого Huawei, можно взять ноут помощнее. Honor Magic Book 15 5301 AFVL. Тут стоит процессор посерьезнее, Ryzen 7 5700U, на обновленной 7-нанометровой базе на 8 ядер и 16 потоков. По сравнению с прошлым i3, конечно, ощущается прилив производительности. С этим Ryzen и программы загружаются быстрее, и тяжелые приложения работают плавнее. Даже всякие фотошопы, After Effects и тому подобное. Это я не говорю уже об играх, которые можно смелее запускать в 60 кадров. Само собой, из-за повышенной эффективности и ТДП немного подросло, но в целом охлаждение справляются и не допускают перегрева процессора. Плюс к этому свою долю от прироста FPS на себя берет еще и оперативная память, которой тут 16 гигов. SSD остался тем же.
на 512. А вот с увеличенным объемом ОЗУ все повеселее. По экрану в двух словах. Жалоб нет. Диагональ 15,6 дюйма, Full HD разрешение и IPS-матрица. Ничего нового и сверхъестественного в ноутбуке с таким дисплеем и стоимостью около 50 тысяч рублей. 2К тут и не ожидается, а какая-нибудь OLED-матрица и подавно. Впрочем, с головой достаточно и этого. Яркий экран, четкая картинка, насыщенные цвета и высокая детализация изображения. Неизменной осталась автономность. Батарейка на 56 Вт-час, держит порядка 7-8 часов при постоянных нагрузках. Еще немного поубавить яркость, дать отдохнуть ноутбуку и скинуть нагрузку можно вообще до 9-10 часов довести. При этом остается тонкий алюминиевый корпус, солидный дизайн, минимальные рамки за счет встроенной в клавиатуру веб-камеры и небольшой вес в 1,5 килограмма. Четвертое место занимает еще один вариант от Huawei, только 2024 года выпуска. MateBook D16 53013 YJF. От прошлогодних моделей этот дизайном вообще не выделился. Тоже алюминиевая крышка, пластиковый корпус, тонкие рамки и вес 1,5 килограмма. Немного отличается разве что 16-дюймовым экраном, а вследствие этого соотношение сторон 16:10. По сути, никакого серьезного апгрейда не завезли, тем более что разрешение и матрица остались теми же. Да, может какие-то тонкости там и подкрутили, но по большей части ничего не изменилось. Коэффициент контрастности, частота обновления, яркость, охват цветовых профилей и вот это вот все создает классную картинку с насыщенными цветами и хорошей детализацией. Думаю, не нужно повторять, что этого достаточно для большинства задач с вынесением за скобки только профессиональной работы с цветокоррекцией и фотографией. Процессор сюда тоже вставили помоложе и от Intel. Core i5-12450H. По сравнению с прошлым Ryzen 7 5700U, феноменального прироста FPS можно не ждать. Из отличий у i5 только больше кэш-памяти, повыше тактовая частота и чуть увеличенная ТДП. Ну и старшая 10-нанометровая платформа. В целом, i5-12450H точно так же хорошо грузит игры на средних настройках графики Full HD со стабильным фреймрейтом в 50-60 кадров, без лютого тротлинга от нагрева. Также позволяет работать с тяжелыми программами, кодом и Google Доками. Все окна и анимации отрабатывают резко, быстро, плавно. Из обновок. Батарейка на 70 Вт в час. Но серьезного прироста по времени работы я не заметил. Все те же 7, 8, 9 часов при умеренных нагрузках. Поэтому в преимущество автономность не запишу. Еще одна рабочая лошадка в мире ноутбуков – Xiaomi Redmi Book Pro 15, но уже с некоторыми обновлениями. Начнем с главного козыря – дисплея. 15,6 дюйма с разрешением 3200 на 2000 пикселей. Понимаете, насколько высокая плотность пикселей? Можно не просто фильмы смотреть, а пересматривать их заново с новыми деталями. При этом вполне позволительно и с графикой работать, и видео монтировать. А там и скучный Excel начинает выглядеть как произведение искусства. Под капотом тоже заапгрейдили процессор и поставили Ryzen 7 7840HS. Это 8-ядерный и 16-поточный процессор с базовой тактовой частотой 3,8 ГГц, которая в турборежиме разгоняется до 5,1 ГГц. Плюс к тому встроенная графика Radeon 780M, 16 гигов оперативки, 512 постоянной и получается очень приличный по мощности ноут. Потянет многие современные игры на средне-высоких настройках. Например, в GTA 5 можно рассчитывать на стабильные 60 FPS на высоких настройках. Dota 2 на максималках даст около 100 FPS, а в Fortnite получится 50-60 FPS на средних настройках. Что по автономности? В Xiaomi Redmi Book Pro 15 поставили батарейку на 72 Вт в час. По времени это около 10 часов в режиме серфинга, просмотра видео и работы с документами. При нагрузках посильнее, например, играми или рендерингом видео, автономность сократится до 5-6 часов. В целом, для такого экрана и процессора очень хороший результат. Ну и внешний вид по классике. Строгий, современный. Корпус металлический и выглядит он как ноутбук, который не стыдно брать с собой на важные встречи, вуз или коворкинг. А вот если вы ищете ноутбук именно под игры, такой массивный, тяжелый, угловатый, то предлагаю посмотреть на последние два варианта. Второе место занимает Asus TUF Gaming A15. Ноут специально для тех, кто любит погружаться в игры с головой. Естественно, все начинается с железа.
Процессор Ryzen 7 7735HS с 8 ядрами и 16 потоками. Достаточно быстрый мозг, который отправит перекуривать прошлый Ryzen 7 7840HS в плане игр. Конечно, для монтажа видео или работы с графикой оба процессора справляются плюс-минус одинаково, но TUF Gaming A15 все-таки предназначен для игр. Тем более, что настоящая мощь скрыта в дискретной видюхе RTX 4060, а не во встроенной затычке. Эта карта и в современных играх выдает 60-80 FPS на высоких настройках в требовательных тайтлах типа Cyberpunk 2077 или Assassin's Creed Valhalla. Для не таких прожорливых игр, как Fortnite или Valorant, можно ждать все 120-150 FPS. Кстати, из приятного. Повышенная частота обновления в 144 Гц. При этом в железе производитель решил поставить обычный экран на IPS-матрице с Full HD разрешением, чтобы в реальности почувствовать эти кадры. И правильно сделал. Автономность тоже неплохая, стоит аккум на 90 Вт в час. Для игрового ноутбука это означает, что без розетки он продержится 8 часов при обычной нагрузке. Но если говорить об играх, то все-таки придется держать шнур рядом. В таком режиме батарея потянет часа 3, максимум 4. По внешнему виду, само собой, отличия от прошлых участников заметны. Ноут не ультратонкий и не супер легкий, но с весом в 2,2 кг, металлической крышкой, пластиковым корпусом и серьезным охлаждением, ты чувствуешь, что держишь в руках нечто серьезное, а не просто городской лэптоп для офиса и учебы. Ну а если бюджет резиновый и есть желание купить что-то лучшее для игр из мира ноутбуков с диагональю 15-16 дюймов, можете рассмотреть Acer Predator Triton Neo 16. Во-первых, экран поинтереснее, с разрешением 3200 на 2000 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Нехилая завязочка для железа. Процессор здесь уже не Ryzen, а Core i9 Ultra 185H с 14 ядрами и 20 потоками. Это значит, что даже если открыть кучу вкладок в браузере, запустить стрим и при этом залить на рендеринг видео в After Effects, ноутбук не дрогнет и не взорвется от нагрузки. Грубо говоря, в сравнении с Ryzen 7 7735HS и Asus TUF Gaming A15, этот Core i9 похож на электростанцию рядом с бензиновым генератором. И там мощно, но масштаб другой. С памятью тут тоже все щедро. 32 гигабайта в оперативе и 2 терабайта в накопителе SSD. Можно забыть про долгие загрузки приложений и про необходимость удалять что-то ради свободного места для новой игры. Плюс ко всему RTX 4070 все приличнее, чем 4060. В том же Cyberpunk 2077 или Red Dead Redemption 2, когда все настройки выкручены на ультра, можно рассчитывать на стабильное 70-90 FPS с активированным Ray Tracing. Без RTX же FPS легко взлетает до 100-120. Valorant и CS он просто разрывает все, выдавая 200 плюс кадров. Так что теперь никаких оправданий на лаги, баги, фризы. Единственное, что может немного огорчить, аккумулятор на 76 Вт в час. Если этот Acer напрягать по максимуму, зарядки хватит часа на 4 активного гейминга. А там, конечно, можно и настройки графики поубавить, и разрешение понизить, чтобы вырвать больше. Но в целом это вообще не отталкивает от покупки. Все-таки со своей задачей справляется. Максимум FPS, хорошее охлаждение, мощное железо, красочный экран, и все это в ноутбуке с диагональю 16 дюймов. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала TechRevizor.